Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня мы пофантазируем о том, какие нововведения можно добавить в мобильные хроники хаоса, которые разбавят ежедневную рутину и привнесут чуть больше разнообразия. И если вам понравятся предложенные мной идеи, то у меня для вас просьба: распространите это видео где только можно. Именно таким образом мы повысим шанс того, что кое-что из предложенных мной идей все-таки добавят, может в каком-то другом видео, но добавят. Спасибо и приятного просмотра. Помимо того списка нужных изменений, который ранее составлялся и мной в том числе, я предлагаю к рассмотрению 3 совершенно новые, необычные идеи. Весной 2021 года в нашу игру были введены гидры. В самом начале этот режим представлял немалый интерес с точки зрения изучения пачек, которые наиболее эффективно справляются против каждого типа гидр. Когда данные пачки, хоть и не все, были найдены и исследованы, гидра стала одним из элементов ежедневной рутины, имея в виду то, что любой игрок, заходя в игру, быстро выполняет повседневные задачи, среди которых потратить 3 рога, то есть 3 раза ударить гидру, и получить за это сферы стихий. Уверен, что 90% людей, смотрящих данное видео, делают это так. Заходят на определенный уровень сложности гидры и пропускают в общей сложности 9 боев, так как бьют одними и теми же проверенными пачками с учетом прокачки своих героев, а выкачивать кого-то специально для гидры никто не станет, не стоит она того. А смотреть изо дня в день на идентичные бои вряд ли кого-то порадует, за исключением тех людей, которые скрупулезно проводят сражения вручную для более результативного исхода. И чтобы хоть немного изменить текущее положение данного режима в позитивную сторону, предлагаю для легендарной гидры с нуля создать новый режим для пробития, суть которого состоит в ее коллективном уничтожении в режиме онлайн. Уникальность в том, что в команде из 5 человек и из 5 героев в 3 пачках, то есть всего 15 героев, каждый игрок будет вручную управлять только одним своим героем в одном бою, который будет проводиться в режиме реального времени. То есть одновременно в одном и том же бою 5 сагильдийцев ручным способом будут сражаться против легендарной гидры. Эффективность прохождения такой гидры будет в меньшей степени зависеть от прокачки множества героев, так как сейчас каждый конкретный игрок качает своих определенных персонажей, и в большей степени от координации применений умений внутри команды, чтобы синхронизировать синергию способностей, артефактов и в зависимости от ситуации исцелить или раздать те или иные положительные эффекты. Возможно, будет зрелищнее, если увеличить число нападающих героев на гидру с 5 до 7. Соответственно, число игроков, одновременно находящихся в одном бою, будет также 7, и в общей сложности будет задействован 21 герой за 3 попытки. В таком случае фактор важности командной работы только возрастет, а это добавит интереса к прохождению данного режима. Немного о важных нюансах. Так как данный режим требует единовременного нахождения в игре 5 или 7 человек, предлагаю проводить такие бои только 1-2 раза в месяц по субботам с прайм-таймом от воин гильдий, то есть с 10 утра до 23 часов вечера по Москве. У 5 или 7 игроков будет только одна попытка на единовременную атаку каждой головы в режиме онлайн, то есть в совокупности всего 6 атак. Чем больше урона в сумме со всех голов будет нанесено, тем выше призовое место. Призовые места будут распределяться внутри сервера, а принять участие смогут те гильдии, у которых открыта легендарная гидра. Игроков, участвующих в таких субботних сражениях с легендарной гидрой, для удобства давайте назовем охотниками, эквивалентно чемпионам. В ситуации, когда несколько гильдий за одну атаку с 7 охотниками каким-либо образом удалось добить голову и за 6 атак полностью уничтожить все 6 голов, то награда будет распределяться по критерию затраченного времени. Более высокое место в зачете займет гильдия, которая потратила на атаки как можно меньше времени. Также для мотивации играть в данный режим, несомненно, нужно выдавать куда более интересные награды, чем сейчас. Поэтому в качестве наград предлагаю передвинуть их на минус одно значение по уровню сложности, то есть за обычную гидру игроки станут получать награду как за старшую как за древнюю и так далее. Таким образом, мы освободим награду за легендарную гидру и добавим вместо нынешней следующие призы для охотников. Список у вас на экране. Для сагильдийцев награда будет составлять половину от данного содержимого. Но и половина содержимого для сагильдийцев в том же золоте уже немало, а золотые рога достанутся охотникам, занявшим первое место, что позволит еще эффективнее справляться с ежедневными гидрами. Главное преимущество такого режима состоит в том, что поучаствовать в нем сможет практически любой игрок в гильдии, имея всего 3 прокачанных героя, подходящих для гидры. Конечно, важно, чтобы у всех сагильдийцев были прокачаны разные герои, но это уже другая история.
Ни для кого не секрет, что в 2021 году войны гильдий, не все, но немалое количество, проводятся примерно так. Пачки соперника тестируются в тренировках, и только после найденного устойчивого варианта пробития совершается попытка на самой войне. Конечно, с опытом сражений у человека растет понимание, чем контрить определенные пачки, особенно распространенные, как грамотно нападать на соперника с учетом разницы в прокачке и так далее. Но все же это не отменяет того, что может произойти дикая случайность, которая в тренировках никак не проявлялась. Но таких ситуаций крайне мало. В подавляющем большинстве случаев чемпионы уже точно знают, как атаковать свою цель благодаря тем же тренировкам и набранному опыту, умноженному на сноровку в выборе своих рабочих пачек, о которых каждый конкретный игрок имеет свое собственное представление. Так вот, проблема состоит в том, что тренировки нивелируют важность умения принятия решений, полностью убирая чувство драйва перед каждой тратой попытки на войне. Поэтому из войны в войну мы наблюдаем ситуацию, в которой все тщательно тестируется и только потом производятся удары, конечно же практически всегда отполированы успешные. Но в ситуациях, когда по какой-либо причине у чемпиона нет возможности протестировать свою цель, проявляется настоящий анализ, как качественно подбирать команду для пробития. Как правило, такие атаки усваиваются в памяти лучше, чем те тренировки, которые специально были проведены не с точки зрения узнать что-то новое, а просто ударить свою цель. А ведь смысл тренировок как раз и кроется в том, чтобы что-то узнать, а не очередной раз удостовериться в том, что можно ударить Критакирой Сандвари пачку с Кархом. Из-за тренировок пропадает практически весь азарт при атаках на войнах, которого нам так не хватает. Поэтому с понедельника по субботу с 10 утра до 23 часов вечера по Москве предлагаю запретить проведение тренировок. При таком раскладе следует также ограничить выставление защиты на аренах. Изменять пачки на них будет возможно после 23 часов вечера и до 10 утра по Москве, чтобы участники гильдии не устраивали тренировочный полигон на арене. А что даст запрет тренировок? Первое. Чемпионы более осмысленно будут подходить к атакам. Второе. Войны станут более интересными, а уж тем более межсерверные. Третье. Чемпионы как можно чаще будут менять пачки в защите, что увеличит разнообразие пачек в целом. Четвертое. Игроки с полностью прокачанными героями не будут выглядеть так всемогущие по сравнению со среднестатистическими игроками. А также запрет тренировок позволит реализовать еще один режим. Арена. Наравне с войнами, пожалуй, самое увлекательное, что есть в нашей игре. Давайте попробуем ее разнообразить. Предлагаю ввести новый режим, который, возможно, станет еще более увлекательным, чем обычная или Гранд Арена. Событие с турнирной арены будет проводиться один раз в последнее воскресенье каждого месяца в период с 10 утра до 23 часов вечера по Москве. Суть следующая. Участвуют 250 игроков, находящихся к 10 утра по Москве в топ-250 обычной арены. К этому времени отдельно для этого режима необходимо выставить защитную пачку. Если она не выставлена, автоматически будет использоваться защитная пачка от обычной арены, и изменить ее во время турнира уже будет нельзя. Тренировки во время проведения турнира запрещены. Бои проходят в автоматическом режиме и длятся 2 минуты каждый, как и везде. Каждому участнику выдается 25 попыток на атаке. Атаки будут происходить по следующим правилам. Перед участником в поле выбора для нападения будет только один соперник вместо 3, как на обычной арене, и заменить его будет нельзя. Если мы победили, то нам будет выдаваться 1 очко, а если проиграли или сыграли в ничью, то соответственно мы ничего не получим. Но важное замечание, что даже при поражении мы в любом случае перейдем к следующему сопернику. Ник, аватарка, гильдия, мощь пачки, уровня звезды и ранги героев соперника будут скрыты. Мы будем видеть только вражескую пачку и из каких героев она состоит. Соперники будут подбираться случайно, но с некоторыми ограничениями. Допустим, 250 участников турнирной арены имеют пачки с мощью 450 тысяч в сумме. Необходима система, которая рассчитает и выделит 20% самых сильных пачек. При моем заданном параметре это пачки, имеющие 500 тысяч мощи, и 20% самых слабых пачек, то есть пачки, имеющие 400 тысяч мощи, соответственно. Следуя такому разделению по мощи в подборе соперников, возникнет ситуация, в которой каждому человеку
обязательно попадется 5 участников с более сильной прокачкой, 5 участников с более слабой прокачкой и 10 участников со средней прокачкой, отталкиваясь от показателей мощи пачек всех 250 человек, принимающих участие в данном турнире. Так вот, данный механизм выступит адекватным решением, чтобы не возникало ситуаций, в которых одному участнику попадутся 25 легких соперников, а другому 25 соперников с мощью пачек более 500 тысяч. Дополнительно об очках за победы. При ситуациях, когда несколько участников набирают одинаковое количество очков, например максимально 25, то распределение мест дополнительно произведется по критерию затраченного времени. Чем меньше времени в секундах за все 25 боев было затрачено участником, тем выше место в общем зачете. Например, если в сумме за все 25 побед один участник затратил 900 секунд, а другой более 1000, то наиболее высокое место в рейтинге достанется игроку, который потратил 900 секунд. Если и по этому критерию показатели совпадают, то место в рейтинге будет рассчитываться по количеству убитых героев в атакующих пачках во всех 25 сражениях. Чем меньше убитых героев в своих атакующих пачках, тем выше призовое место. В качестве наград за призовые места предлагаю следующие ресурсы, их список у вас на экране. Также, развивая далее эту тему, можно создать межсерверную турнирную арену. Коротко о главном. Такой турнир будет проводиться в последнее воскресенье каждого года, но не позднее 30 декабря, в тот же период времени, что и обычный турнир. Принять участие в нем смогут игроки, которые за 11 прошедших турниров в сумме набрали как можно большее количество очков. Если количество очков у нескольких претендентов одинаковое, то к ним применяются те же правила, связанные со временем и убитыми героями в атаке, что и в обычной турнирной арене. Но самое главное, что с каждого сервера принять участие сможет только один игрок, который именно на своем сервере набрал больше всего очков. В итоге на данном межсерверном событии примут участие столько игроков, сколько существует серверов в мобильных хрониках хаоса, а их количество на момент августа 2021 года составляет 455. Дальше только больше. Все правила проведения боев, начисления очков и подбора соперников будут идентичны обычной турнирной арене, кроме количества попыток на атаке. Их будет 50. За победу над соперником также будет выдаваться 1 очко, за поражение или ничью 0. Если количество очков в финальном годовом зачете межсерверной арены будет одинаковым у нескольких игроков, то применяются те же правила распределения мест по критериям затраченного времени на бои и, если нужно, убитых героев в атакующих пачках. В качестве наград за призовые места в данном событии предлагаю более солидные ресурсы, их список у вас на экране, а также топ-50 победителей с 50 разных серверов за столь высокие места в рейтинге межсерверной турнирной арены принесут каждому игроку своего сервера следующие призы, их список также у вас на экране. Вот такие у меня мысли по поводу гидры, тренировок и арены. Возможно, разработчики найдут более практичный принцип начисления очков за участие и победы, но общая задумка именно такая. Если вам понравились такие идеи и вы считаете, что они способны привнести разнообразие в нашу игру, то поделитесь этим видео, вам не сложно, а мне приятно. Тогда у разработчиков появится еще больше шансов заметить нас и дать ответ, возможно ли все это или нет. В любом случае, благодарю всех за просмотр.